Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и я прилетел в Корею, где меня ждет немало футбола, немало достопримечательностей. Я вообще, в принципе, отправился в Азию на месяц. В рамках этой поездки у меня будет не только Корея, будет еще и Япония, еще и Гонконг зацеплю. В общем, будет классно. Изначально весь визит в Сеул я хотел впихнуть в одно видео, в куда вошли 2 футбольных матча, прогулки по городу, но потом что-то пошло не так. Что именно? Я поездку начал с визита на матч самой популярной, самой титулованной и самой интересной в плане суппорта команды Чонбук Hyundai Motors. И я решил, что один поход на стадион Чонджу World Cup Stadium достоин отдельного видео. Так что сегодня вас ждет Чонбук Hyundai Motors. Ну а Сеул и сборную Кореи увидим в следующем видео. В общем, я гарантирую, что будет интересно, что атмосфера будет топовая. Вы же заранее ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого не сделали, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии. Все это помогает продвижению моего контента и развитию моего канала. Ну и погнали. Нас ждет матч Чонбук Hyundai Motors. Будет интересно. Конечно же, мне повезло, в кавычках, в этой поездке, и под даты в Сеуле не проходит ни одного интересного матча, однако все-таки за его пределами что-то годное нашлось. Поэтому отправляемся на автобусный вокзал Сеочо терминал, он же Намбу. Берем билет до Чонджу. Ну и там нас сегодня ждет матч самого титулованного и самого интересного клуба корейской лиги Чонбук Hyundai Motors. В нынешнем сезоне они уже чемпионы, у них, поговаривают, есть ультрас. В общем, увидим. Надеюсь, что будет интересно, так что, если лайк еще не поставили, не забывайте это делать. Вот так выглядит автобусный терминал изнутри. Есть палатки с едой. В принципе, он очень даже небольшой. И тут есть корейская еда. Ну и можно взять очень любимую корейцами выпечку во фритюре. Я вот, наверное, сейчас что-нибудь возьму. Потому что, вот, смотрите, какая тут интересность есть. Ну, это вообще-то как бы скотч-экс, яйца по-шотландски. Есть что-то в шоколаде. Здесь какие-то вот хот-доги. Ну, в общем, что-то вот это прикольное. Я не знаю, что это, но что-то очень интересное. Вот так это все выглядит в реальности. Вот это, кстати, вот корейская скотч-эгг, яйцо по-шотландски. Стоит 3500 вон. Есть сладкие какие-то донаты. Вот хот-доги по 4200. Сейчас что-нибудь возьму. Как раз перекусить в дорогу. Дорога долгая. Ну что, давайте затестим. Скотч-эгг по-корейски. Я взял со спайси майо. Надеюсь, не слишком спайси. Неплохо. Для тех, кто знает, что такое скотч-эгг, ну, такая интересная имплементация. На картинке был proper скотч-эгг. Ну, вот тут, типа, своя такая вариация. Интересно. Ну и вот мой автобус. Вот такое у меня здесь место. И это все стоит 19 000 вон за 2,5-часовой райд. Как по мне, это прям вот шикарно. Час 50 поездки в комфортнейшем автобусе. Ну, вы видели, вот я просто как король там сидел, как в бизнес-классе самолета. И я нахожусь в Чонджу, на парковке возле стадиона Чонджу World Cup Stadium. Ну и по названию можно понять, что здесь в 2002 году проходили матчи чемпионата мира. Сейчас здесь играет местный клуб Чонбук Hyundai Motors, являющийся самым титулованным клубом Кореи. Сыграют они сегодня здесь с клубом Daejeon Hana Citizen, идущим на 2-м месте. Чонбук Hyundai Motors вообще первый, но тут никакой турнирной уже борьбы нет. Чонбук уже давным-давно
обеспечил себе чемпионство. Так что сегодня, я так понимаю, их ждет коридор из аплодисментов. Ну и просто красивое завершение сезона. Мне кажется, это вообще последняя домашка команды в этом году. Так что надеюсь, что будет ярко, надеюсь, что будет интересно. Надеюсь, что будет так же красиво на стадионе, как красивы эти красные оранжевые деревья возле него. Идем к стадиону. Интересный факт. До матча еще 1,5 часа. Я уже отчетливо слышу барабаны. Там фанатье уже отрывается по полной. Но я наслышан о том, что, в принципе, фанаты Чонбука являются одними из лучших ультрас, лучших суппортеров Азии. Посмотрим сегодня, что же они из себя представляют. Флаги, барабаны, пение. Прикольно. За 1,5 часа до матча уже вовсю народ отрывается около стадиона. С покупкой билетов перед матчем никаких проблем в кассах. Взял 16 тысяч вон, стоит на центральную трибуну. Я говорил, что я хочу быть где-то на углу поближе к ультрас местным, но что-то как-то не судьба, потому что банально не понимают меня. Вот я говорю, у меня, пожалуйста, 1E, в итоге мне дали на 1B. Я буду немножко далеко от ультрас Чонбука. Ну ладно, думаю, и оттуда что-нибудь услышим, увидим. Буду рядом с гостевым сектором, может быть, там что-то будет. Чтобы вы понимали, ребятки, вот это все, это очередь в Official Store, в клубный магазин Чонбука. Вот магазин, здесь же клубный музей. Это что-то вообще самая дикая очередь в магазин, которую я когда-либо встречал. Что-то это какая-то жесть, я не знаю, попадем или нет, может быть, после матча. Это вот так ребята заходят на свой сектор. Перед матчем ко мне подошли местные болельщики Чонбук. Yeah, I'm from Dagestan. So, who is going to win today? Chonbuk. Chonbuk. What is the score? Score 5-0. 5-0. Yeah. Вау. В общем, увидим. Ставит на 5-0. Посмотрим, какой будет матч. See you guys. В общем, вот, подписчиками обзавелся в Корее. По поводу магазина пока что Обламинго, там такая очередь, что уже закрыли проход, сказали, что сейчас нельзя туда вообще никак попасть, fully packed, даже до матча час. Окей, я спросил, можно зайти после матча? Они сказали, зачем после матча, можешь вообще в перерыве заходить, в перерыве все будет открыто и людей не будет, так что пойду в перерыве, а пока что идем туда, куда-то внутрь, там фан-зона, там еда и прочие радости похода на стадион. Символический досмотр, так рюкзак раскрыл, глянули, и я внутри. Билетик, к сожалению, немножко над ним отругались, оторвали кусочек. Я надеялся, что он будет целый, ну да ладно. Вот такая здесь подтрибунка, даже не под трибунка, я бы сказал, около трибунка. Много лавочек, столов, можно спокойно посидеть перед игрой, поесть, попить. Собственно, вот такие бары здесь. Есть и просто едальня. В барах, конечно же, можно взять лапшу, какие-то непонятные блины. Мне кажется, это рыба, если честно. Очень похоже на какие-то блины из вяленой рыбы. Вязанки яиц, харибо. В общем, чего тут только нету. Есть даже баночное пиво. Вот прайс-лист. Я не думаю, что вы что-то понимаете, но суть в том, что пиво стоит 4000 вон, сушеная рыба 2,5, и это мой сегодняшний вариант. Купила, значит, себе этот блин из желтого полосатика. Иду на сектор. Меня мужик догоняет, кричит, стой, стой, не надо. Я думаю, что, нельзя что-то с желтым полосатиком на сектор? Как так? Вроде же продается, значит, должно быть можно. А нет, он говорит, пойдем за мной, сейчас тебе покажу. Думаю, может, в специальном месте есть надо. Оказывается, есть специальное место, где этого желтого полосатика нужно взять и обжарить. Видите, много вот таких горелок, где блюдо доводится до кондиции. После этого я осмотрелся, и вообще, оказывается-то, здесь вот стенд для готовки желтого полосатика. Вот
кипяток для продающихся в баре дошираков. То есть всю еду, кроме, конечно, вареных яиц, вы покупаете, по сути, сырой и доводите уже до нужного состояния. Надеюсь, я не пережарил своего полосатика и наслажусь им вот вместе с этой баночкой холодного корейского пивка сполна. Ну что, задегустируем жареного желтого полосатика. Пиво. Какой-то местный лагерь. Неплохо. Я привык смотреть футбол под пиво и сушеного полосатика по телевизору. А тут на стадионе. Ну, огонь. Если же вам хочется чего-то более серьезного, чем жареный желтый полосатик, здесь есть вот такая фан-зона, где уже можно поесть посерьезки. Здесь уже продаются полноценные блюда. Видите, какие-то уже корейские меню. Вон там и мяско жарят. Мясные суши 10 тысяч вон. Биф-тартар суши 13 тысяч вон. Божечки, я хочу. Я съел полосатика, я хочу. Мясной стейк, смотрите, на огне. Это красиво, это просто топово, я бы сказал. Ну-ка. Ну, красота. Такое мы любим. Есть лапша, есть какие-то шашлычки, готовящиеся вот тут же прям вот на углях и поджариваемые с горелки. Ой, это, наверное, курица, но это не точно. Ну да, это куриные какие-то вот такие ведрышки. Вот, не пойми чего. Ну, вот тоже вот здесь такое есть, в общем. Ну, кстати, сюда, как вы можете увидеть, самая большая очередь. Но, честно, мое сердечко украл вот тот премиум стейк. И, конечно же, суши из говядины. Туда почему-то вообще никого нету, но это же самое-самое-самое топовое. И мне кажется, вот в перерыве матча я сюда зайду. Это прям вот, ну, блин. Вот, смотрите, какая красота, а. Вот я такое буду. Есть вот такая палатка, где можно сделать самодельный плакат. То есть там есть стикеры, видите, стенд со стикерами. Берете, там бумажки, все наклеиваете, слепляете. И со всем этим добром уже идете на сектор. Ну вот... Прикольно, прикольно. Прям вот атмосфера очень такая позитивная. Все очень просто, никакой агрессии. Прям вот и приятный поход на футбол. Очень много детей. Просто люди приходят с семьями. Отлично провести время здесь, на стадионе. Ну, кайф же. Кстати, я переживал, что у меня 1Б, места далеко от фанатов Чонбука, но по факту, то есть у меня где-то здесь место, но по факту вообще я могу ходить здесь куда хочу. То есть вы видите, в принципе, стадион весь в свободном доступе. Буду просто смотреть, где мне комфортнее будет по ходу матча, там и буду устраиваться, пристраиваться. А вот и Ультрас Чонбука заходят на сектор. Вот если посмотреть на сектор, видно, что там уже плашками что-то выложено. Полюбас будет предматчевый перв. Ну что, отлично залетели, я так считаю. Кстати, внезапно гостевой сектор, он неплохой, подзабитый. Стейджона приехало нормально фанатов. Надеюсь, качество суппорта сегодня не разочарует. А вот и оправа предматчевая.
что, в начале матча фанаты Чонбука звучат очень даже достойно. Я решил воспользоваться тем, что здесь нет никаких границ на стадионе, и вот я просто пришел сюда, где находится их ультрас. Тоже, что прикольно, я вот смотрю сейчас на секторе за воротами, вот где прям вся такая поддержка, ультрас. Стоят дети, это абсолютно нормально, вот видите, ну совсем мелкие. Ты семьи с детьми, прямо вот здесь, за воротами. Где еще такое встретишь? В Корее без проблем. Вообще, конечно, на стадионе сегодня очень много знакомых по мелодике, по ритму зарядов и песен. Ну, понятно, все идеи, все вдохновение черпается в нашей половине континента, в Европе, а даже что-то и в Англии, прости господи, да, бывает иногда, редко, но бывает. В общем, честно и откровенно, мое резюме еще не закончится, даже первый тайм, но по кайфу. Домашних фанатов посмотрели, послушали, можно и к гостевым подойти. Внутрь, конечно, не зайдешь, но поблизости можно оказаться. Звучат очень даже бодро, я вам скажу. В матче перерыв я решил вырваться в магазин клуба, в магазин Чонбука. И, внимание, там снова очередь, даже в перерыве. Ну, это жестко, конечно, но не такая. То есть в прошлый раз, когда меня не пустили, она была аж вот туда уходила, за эти палатки, за зеленые. Сейчас поменьше. Но вообще это прикольно, что в перерыве можно спокойно выйти за территорию стадиона, как у нас на нон-лиге. Вышел, потом спокойно вернулся. Вот я вот туда куда-то очередь до входа в магазин. Ну что, будем стоять.
Пока я стою в очереди, можно немножко рассказать о том, что такое Chonbuk Hyundai Motors, вообще, что это за команда, историю. В общем, команда Chonbuk Hyundai Motors была создана не так давно, в 1994 году, всего лишь 31 год назад, но этого времени ей хватило, чтобы стать рекордсменом по количеству титулов в Корее. С учетом сезона 25 года, да, здесь они играют по схеме весна-осень, у них 10 чемпионств, то есть сейчас у них юбилейное 10-е чемпионство. Помимо этого, дважды команда становилась сильнейшей на континенте, выигрывала Азиатскую лигу чемпионов. В общем, есть чем гордиться жителям Чонджу, но играет команда на стадионе, опять же, как я уже сказал, принимавшем матче чемпионата мира. Здесь было сыграно 3 игры, 2 матча группового этапа и игра 1/8 финала между США и Мексикой. Американцы тогда внезапно выиграли 2-0. Ну и вмещает стадион на сегодняшний день чуть больше 34 тысяч зрителей, а именно 34 207. Ну вот навскидку сегодня максимум 1020. То есть стадион никогда не забивается даже на вот таком интересном матче, на чемпионском матче, на последней домашней игре сезона, в котором команда взяла золото. Вот, это особенности корейского футбола, поэтому если вы вдруг увидели, что билет перед матчем онлайн купить не получилось, не переживайте. В день матча приходите и, как я, берете в кассах. Причем, вот, опять же, пофиг, куда берете, вы можете ходить по всему стадиону, но только на гостевой сектор вас не пустят, но это уже условности. Слово Hyundai в названии Чонбука появилось неспроста. Это не какое-то спонсорское соглашение, а дело в том, что когда в 1994 году Корея боролась за право проведения чемпионата мира, здесь, в Чонджу, Hyundai планировали как раз открывать свой завод. Они купили местную команду, и, собственно, с тех пор местная команда принадлежит компании Hyundai. Ну и, соответственно, самыми принципиальными соперниками Чонбука являются футбольный клуб Сеул, которым владеют LG, и Suwon, которым владеет Samsung. Так, отстояю очередь. В магазин пускают пачками по 10 человек. Ну и вот он, магазин. Небольшой. У входа дождевички, худи. Кстати, прикольные. Dinos. Если я не ошибаюсь, Dinos — это было название предыдущего клуба. Прайс 89 тысяч вон. Тут же у входа сувенирка, стикеры. Огромнейшие стикеры, непонятно о чем. Написано sold out, они есть. Врут, обманывают. Брелки. Какие-то непонятные еще нашлепки на телефон. Ну, вообще здесь в Азии, вы знаете, такое дело любят. Маскоты. Мини-игрушки, чехлы для AirPods'ов, много разных брелков, джибицы для кроксов, носки. Есть шарфы. Цены непонятные, везде написано sold out. Конечно же, форма играет Chonbuk в Adidas, но цены что-то как-то тоже, как и на большинство продукции, непонятные. Вот гостевой комплект голубой, домашний зеленый, есть еще и третья форма. Есть всякая вообще просто психоделическая сувенирка. Вот это вроде как календарь сам себе из кубиков собери, когда вот домашки, когда какие числа просто можно менять. 22 тысячи стоит. Кинтовый бокал 12, кружка 11 тысяч. Есть футболки, но вот прям все такое азиатское, прям в типичном классическом азиатском стиле, психоделика и милость в одном лице. 39 тысяч вон стоит вот такая вот красота. Олимпийки по 115 тысяч вон. Такие классные худи идут по 98 тысяч. Есть даже анараки 95 тысяч. Ну, кстати, вот очень даже неплохо. Из головных уборов есть кепки. Идут они по 25 тысяч. Панамок, к сожалению, нету, потому что я, может быть, себе одну бы и взял. Ну и самое главное, всякие брелки, которые либо sold out, либо по 10 тысяч. И есть пины. Есть, во-первых, вот такие значки, вот прям вот типичные азиатские значки с портретами футболистов. Не знаю, они выглядят здесь как будто какие-то звезды корейской эстрады. И есть вот такие а-ля чемпионские, но они все вот, ну, совсем не то, что меня бы могло заинтересовать. Это прям неинтересные значки. Ну и после поисков найден пин, прям вот настоящий хороший пин в виде стадиона Чонджу Касл. Его я и обязательно себе возьму. Все, есть успех.
Ну, хоть что-то. Ну и вот в плане пинов еще есть вот такой прикольный набор за 35 тысяч вон. Это все логотипы в истории команды, но вот для коллекционеров, для любителей Чонбука, наверное, это прикольно. То есть тут прям еще с какими-то динозаврами. Сколько тут? 7 пинов. То есть получается пин по 5000. Ну, абсолютно адекватно, но все-таки мне такие наборы не интересные. Уж как-то многовато для меня 7 пинов с одной команды. Вообще, конечно, прикольно ходить по Корее с камерой. Все тебе подходят: ой, YouTube. Во-первых, точнее, ты высокий, а можно сфотографироваться, потом YouTube, а мы на тебя подпишемся. Так что, ребят, все, кто на меня сегодня подписался, сегодня на стадионе и около него, привет вам, привет Чонджу, привет Чонбук Hyundai Motors. Как я и говорил, я беру себе биф-суши. Такая красота. Не удержался. Thank you very much. В общем, вот, биф-суши, 10 тысяч вон. Вот в такой палатке. Кайф. Сейчас с удовольствием их употребим. Смотрятся говяжьи суши очень даже прилично. То есть вы видели, их и обжигают, и поливают соусом. Имбирь, конечно же, тоже дают. И вот лук сверху хрустящий. А снизу, ну как и положено суши, снизу рис. Интересный концепт. Пробуем. Вкусно. Мой вердикт. Реально вкусно. Суши с говядиной я еще никогда не пробовал. Но, открою тайну, после визита в Корею мы отправимся в Японию. Там, я не сомневаюсь, вообще будет буйство вкусов и красок. Но даже в Корее все очень вкусно. Поправочка. Оказывается, пока я стоял в магазине и покупал суши, Чонбук открыл счет, то есть он был 1-0, а с пенальти гости сравняли. Кстати, вот сейчас очень прикольно в визуальном плане. Фанаты Чонбука зажгли множество таких зеленых палочек, и иллюминированная их поддержка очень-очень-очень-очень качественная. Пойдем, что ли, туда? Вы видите эмоции? Огонь! Последние минуты матча. Ворота гостей, пенальти. Смотрим.
Вообще огонь, согласитесь. Блин, я вообще ничего не ожидал, а тут прям вот топ, ну прям по кайфу. Могут. Ну и все, Чонбук выиграл 3-1. Финальный свисток. Я так понимаю, сейчас принесут как раз на поле сцену для церемонии награждения команды чемпионов в последнем домашнем матче сезона. Ну что, матч Чонбук Hyundai Motors посмотрели. Было классно, как по мне. Я не ожидал, что там будет такая крутая атмосфера. И я абсолютно не ожидал, что я вынесу этот матч в отдельное видео. Но вот есть как есть. Действительно, отличный суппорт, классный матч. Топовый матч-дэй экспириенс, вот, и еда вкусная, и вот, ну, все понравилось, я прям в позитивном шоке. Не понравилось уезжать из Чонджу, я, естественно, на обратный путь тоже себе взял автобус, но оказалось, что я взял его какой-то экспресс-компанией, которая останавливается не на той остановке, на которой останавливаются все автобусы, и я свой автобус пропустил. Пришлось оперативно покупать другие билеты, и вот сейчас у нас такая техническая остановка. И вот так выглядит плаза для такого пит-стопа в Корее. Много вариантов еды. Есть и корейские хот-доги, и жареные каштаны. Есть и супермаркет. В общем, очень-очень много всего интересного, вкусного. Но я, как вы могли уже убедиться, на стадионе отлично поел. Было очень вкусно. Интересный жареный желтый полосатик. Или вообще просто какая-то рыбная смесь. Отличнейшие суши из говядины. В общем, все было по высшему разряду. Все понравилось. Надеюсь, вам тоже это видео понравилось. Если так, то не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Делиться видео с друзьями. Конечно же, писать комментарии. Все это помогает развитию канала и росту аудитории подписчиков. Спасибо, что вы со мной. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного. Не пропустите.